Как правило, в доме обязательно найдется тот, кто громко храпит во сне. И это приносит много неудобств окружающим людям. Но не стоит такое терпеть, ведь существует надежное решение проблемы. В этом видео вы узнаете, как избавиться от храпа и наконец нормально выспаться. Немалую роль играет избыточный вес. Если у вас есть лишние килограммы, тогда избавьтесь от них. Не стоит употреблять пищу перед тем, как ложиться спать. Сформируйте для себя сбалансированный режим питания. Тело человека должно находиться в правильном положении во время сна. Для этого нужно отказаться от плоских поверхностей, а также использовать подушку. В неправильном положении язык западает в глотку, что в свою очередь мешает человеку дышать. Лежа на подушке, голова находится выше уровня всего тела. Попросите своих родных понаблюдать за вами, в какой позе вы чаще всего храпите. А затем удалите ее, чтобы храп не надоедал вашим близким. Больше всего люди храпят во время сна, лежа на спине. Постарайтесь изменить позу для сна. Никто не говорит, что это легко, но попробовать можно. На появление храпа влияет состояние дыхательных путей. Заложенность носа может стать одной из причин его появления. Также не стоит забывать о аллергических последствиях, поэтому перед сном примите лекарства, которые помогут вам избавиться от неприятных симптомов. Убедитесь, что ваше дыхание стало ровным, без каких-либо трудностей. Нормализуйте влажность помещения. Особенно это актуально во время отопительного сезона, ведь из-за использования приборов для обогрева воздух становится сухим. Для увлажнения воздуха можно использовать обычную воду. Налейте ее в любую посуду и поставьте недалеко от того места, где расположена кровать. Не ставьте кровать возле батарей, отодвиньте ее в сторону. Если это невозможно сделать, тогда используйте увлажнитель воздуха. Домашние четвероногие друзья могут вызвать не только аллергию, но и стать причиной раздражения. Ворсинки шерстного покрова, попадая в отверстие носа, провоцируют появление храпа. Также нельзя забывать о реакции организма на пыль и цветение растений. Но если ваш храп стал хроническим, тогда эти причины не ваш случай. Вам необходимо установить постоянного возбудителя. Обратите внимание на состав постельного белья, не стоит использовать пух или перья в качестве наполнителя. Правильное питание, отсутствие вредных привычек, занятия спортом помогут избавиться от большого количества проблем со здоровьем, в том числе и храп. Одно из упражнений представляет собой выпячивание языка как можно дальше изо рта. Количество выпячиваний должно равняться 30-50 раз. Делайте несколько подходов в течение дня. Комфортно делать процедуру, глядя в зеркало. Таким образом вы тренируете язык, глотку, мягкое небо. Кроме того, мышцы становятся более сильными, пропадает скрежет, а также прекращается выделение звуков. Громко говорите буквы или слова. Это станет своего рода тренировкой. Подбородок поместите в ладони, сильно зажмите. Затем отведите руку в сторону, не отпуская при этом нижнюю челюсть. При этом вправе прилагайте максимум силы. Количество оползней челюсти должна равняться 30, с 2 подходами в течение суток. Для того, чтобы определить конец комплекса упражнений, следует сделать следующее. Возьмите любую палку небольшого размера, из дерева или пластмассы, и зажмите в зубах. По прошествии 4 минут мышцы должны болеть. После 28 дней упражнений вы почувствуете их полезность. А занимаясь в течение 6 месяцев, вы сможете и вовсе забыть о храпе. Употребляйте сок капусты, добавляя в него мед. Перед тем, как ложиться в постель, выпейте 200 граммов сока, растворив в нем 1 ложку меда. Длительность применения индивидуальная, так как после первого приема эффект не наступит. Смесь на вкус не очень приятная, но зато полезна для здоровья. Можно также использовать облепиховое масло. Перед тем, как ложиться спать, накапайте по 3 капли масла в ноздри. Попросите родных сделать вам точечный массаж. Процедуру нужно выполнять вымытыми и нагретыми руками. Используют при этом подушечки пальцев, которыми делается вдавливание точек. Для храпа эффективно использовать тонизирование. Для этого резким движением пальцев, применяя силу, нажимаем на конкретную точку. Обращаем пальцами в течение минуты, совершая при этом вибрацию. Храп могут спровоцировать физиологические дефекты. Поэтому лечение народными методами не принесет вам больших успехов. Если у вас выкривленная носовая перегородка, то вам грозит появление храпа.
И здесь вам поможет только хирургическое вмешательство, другие методы лечения не будут эффективными в лечении. Также можно использовать медпрепараты в борьбе с храпом. Для этого вам нужно записаться на прием к врачу, который вам их и назначит. На вопрос, как возникает храп, у медицины нет конкретного ответа. Поэтому для его лечения врачи используют различные методы, которые зависят от вашего самочувствия. Часто назначается врачами лазерная терапия. Но она эффективна на ранних стадиях заболевания. При запущенных формах используют синаптерапию, с помощью специальных трубок, которые помещают в ноздри, подают воздух. В дыхательных путях возникает давление, вызывает не только неудобства, но и боль. Но после процедуры вы почувствуете облегчение, дышать вам станет куда проще. А потом при необходимости можно будет применять специальный медицинский прибор. Не стоит забывать, что своевременное обращение за помощью к врачу способствует быстрому лечению. Чтобы избавиться от храпа, используйте все возможные методы. Не стоит зацикливаться только на одном из них. И не отказывайтесь от советов по избавлению от храпа своих близких людей. Кто знает, может быть именно они станут наиболее эффективными в преодолении недуга. А если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх, делитесь этим видео с друзьями, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше методик и советов для вашего здоровья.